Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео о пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Баночек мало. И, например, бытовая химия только одна баночка. Мы с нее начнем. Это Санита гель антиржавчина. Покупаю данное средство не первый раз и в Питере, и в Москве. Замечательное. Ну, здесь, в Москве, я его использую как средство для унитаза. Никакой ржавчины у меня нет, но прекрасно справляется. Такая поддерживающая уборка. Хотя там, знаете, в одном месте у меня бывает какой-то такой подтек, но я бы не сказала, что это ржавчина. Но хотя, может быть, не знаю. Но средство очень хорошо справляется, и я как бы довольна. Потом я когда делала глобальную уборку, перемывала всю посуду, тоже что-то мне встречалось такое. И также хорошо справилась. А вот в Питере я там на ванной небольшая ржавчина. И вроде бы эмаль не повреждена, а возникли проблемы. Ну вот не знаю, с чем это связано, честно говоря. Может быть, потому что перед этим я отмывала эту ржавчину антижиром. Вот. И, но опять же, если бы были бы какие-то повреждения, если бы с эмалью были проблемы, я бы это почувствовала. Поэтому не знаю. Но в целом вообще средство рекомендую и покупку повторю, потому что очень нравится. Я ненавижу аромат хлорки, точнее запах хлорки. И поэтому вот в туалете я использую это средство, и меня полностью устраивает. Следующее, что закончилось, ну, краска Faberlic Expert 7.4. Пробегусь быстро, долго не буду останавливаться. В общем, кто смотрит видео постоянно, знает, я люблю эту краску, пользуюсь уже много лет, наверное, с 2015 года, не меньше. Меня полностью устраивает, но какие-то оттенки я наслышана проблемные. Вот, но конкретно этот оттенок меня полностью устраивает, а мою маму оттенок 1.0 черный полностью устраивал, так что вот. Тут все, конечно, в любом случае надо пробовать. Закончился у меня от Avon Senses гель для душа, пленительные моменты безмятежности, восточная орхидея и малина в объеме 250 мл. Вообще этот гель у меня в запасе стоял очень-очень давно. Потому что я в Avon зарегистрировалась, кажется, году в 2015. Тогда была хорошая акция, я накупила всяких гелей. Вот этих там, по-моему, надо было 10, что ли, или 12 взять. Ну, а мне было интересно, все хотелось попробовать. И этот гель еще какой-то розовенький, мне жутко не понравился по итогу. Но розовый я кому-то задарила, а этот у меня так и остался. Ну и поскольку там уже, наверное, сроки годности явно прошли, уже никому не подаришь. И знаете, я как-то его понюхала и поняла, что он мне очень нравится. Вот вдруг. Ну, вкусы у нас все-таки меняются со временем. И поэтому в итоге я воспользовалась им сама и очень-очень довольна. И когда у меня уже вот там на донышке было средство, ну, наверное, хватило бы раза на два, я прям на губку все-все-все вылила. И тут вообще вот я мылась, шикарный был аромат на всю ванную комнату. И потом, когда я, ну, уже вылезла из ванны, вытерлась, вот от мочалки был такой какой-то шикарный аромат просто. Но, правда, я не знаю, вот стала бы я повторять данный гель или нет. Ну вот, знаете, есть какая-то нотка, которая мне не очень нравится, в принципе. Но вот иногда заходит, не знаю. Вообще хороший, конечно, гель. А также от Avon. У меня закончился вот от Avon Naturals бальзам-спрей укрепления в объеме 150 мл. Крапива и лопух. Ну, в покупках, в пустышках вы уже, я думаю, видели не один раз. Мне данного средства хватает надолго. Я не знаю там насчет укрепления, но абсолютно точно облегчает расчесывание волос. И прекрасный такой натуральный аромат. И
Удобный флакончик такой, прям классно. Но сейчас я в Avon не зарегистрирована, а подружка зарегистрирована, но я не знаю, когда она будет делать заказ. Ну и там посмотрим. Если будет в наличии, будет хорошая цена, возьму. Если нет, то в принципе обойдусь. Хотя я уже очень много лет, наверное, тоже, может быть, с 13-го, с 14-го года, я как-то привыкла пользоваться спреями, но вот уже пару раз я обошлась даже без спрея, и у меня нормально расчесываются волосы, никаких проблем нет, потому что как раз-таки после шампуня, например, да, я использую вот эти сашетки Faberlic Expert вот от краски, потому что одно время я вообще ими не пользовалась, и у меня их очень много скопилось. И вот даже я еще использовала точно такую же маску Faberlic Краса, просто раньше вот эта краска именно вот так называлась. И когда у меня сейчас закончился бальзам, я начала вот этими пользоваться. В общем, после волосы идеально расчесываются, и никаких спреев даже не надо. Хотя сама по себе вот эта маска, она меня не устраивает тем, что после нее стали жирниться волосы. Потому что у меня обычно волосы никогда не жирнятся, и я могу один раз в 2 недели помыть, и никто даже не будет знать, что у меня как-то волосы, что я их долго не мыла. Но в любом случае эти сашетки есть, и поэтому я их использую. Там уже посмотрим. Не, ну в целом шампунь у меня промывает до скрипа волосы от Organic Kitchen, но я не могу сказать, что там как-то в мочалку превращаются волосы или что-то такое. Сегодня как раз таки я использовала маску для лица от Экель с зеленым чаем, вот такая. Ну, знаете, что могу сказать? Запах, ну, такой, не противный, неприятный, нормально. Я спокойно к такому отношусь в целом. Что касается лекала. Лекало удобное, оно небольшое, не маленькое у маски, замечательно. Единственное, что ткань довольно такая плотная, грубоватая, и пропитана она была не очень хорошо, как мне кажется, потому что когда я нанесла эту маску на лицо, она довольно быстро высохла. И того, что было в пакетике, ну, мне, правда, довольно так щедро хватило на шею, на декольте, на плечи, потому что как раз у меня сейчас была аллергия и вообще некоторые высыпания, поэтому такая маска это просто самое то, как мне кажется. Ну, я так думаю, потому что обычно, если пусть и редко у меня возникают какие-то подобные проблемы, то, конечно, вот с зеленым чаем или там с алоэ я стараюсь вот что-то такое использовать. Но в целом именно с сыворотки там было вот как раз на один разик, то есть вот на лицо все, что с тканью, и так. С одной стороны, это, в общем-то, наверное, и неплохо, но с другой стороны, все-таки не хватало ткани пропитки. Что касается действия, ну, поскольку у меня там были прыщики на лице, то немножко было пощипывание, но оно быстро прошло. Ну и в целом, я не знаю как-то. Ну, наверное, немножко кожа такая стала чуть-чуть, наверное, увлажненная. Но повторять покупку, я не знаю, вряд ли буду. Я редко повторяю маски, потому что чего-то суперского, я уже не один раз говорила, редко замечала, поэтому... До этого я использовала маску от J. Luna с красным женьшенем. Ну, вообще, когда в косметике женьшень встречается, мне такие средства подходят. Ну вот про лекало я уже не помню, но вроде тоже ничего такого плохого. И здесь пропитки было побольше. Но опять же, прям уж каких-то таких свойств особо не заметила.
Не, ну мне было, знаете, по справедливости, мне было сложно что-то заметить, потому что как раз у меня на тот момент м, вся эта аллергия была в самом разгаре, поэтому я уж не знаю. Я даже сделала маску, а та пропитка, которая там была на несколько раз, я даже в холодильник положила и через там пару-тройку дней доиспользовала. Еще одна маска у меня закончилась. Это маска с экстрактом граната от Натурбай, как-то так вот называется. У меня второй раз такая маска, ну, наверное, я просто 2 штуки приобрела, что первый раз, что второй, она меня никак не впечатлила, так что ничего особо я о ней рассказать не могу. Когда разбиралась в холодильнике от Skinlight, вот такие патчи обнаружила, которые уже высохли. Когда-то по многочисленным хорошим отзывам я их приобрела, они такие тканевые. Еще были скидки, взяла несколько упаковок и на презенты, и так попользоваться самой. Ну и в принципе в основном все их использовала, а тут вот немножко осталось, выбрасываю. Ну, я лично никому не могу их советовать, это абсолютно лично для меня какой-то бесполезный продукт. Я не поняла, что они делают, потому что, ну как по мне, они не делают ровным счетом ничего. Я все-таки, если патчи, то понимаю какие-то, наверное, гидрогелевые, потому что там действительно их наносишь, хоть там и написано, бывает и рекомендуют носить недолго, но на самом деле гидрогелевые патчи надо 1-2 часа носить, не меньше, пока они полностью не истончатся и не высохнут. И тогда результат с них просто суперский. А еще вот у меня закончилась одна маска, вот эта. Следующее это от Кафе Мими маска авокадо и руккола, маска для лица в объеме 10 мл. Тамара, огромное спасибо, но она у меня, знаете, если честно, довольно долго лежала, и когда я ее открыла, она была такая, это впервые, кстати, у меня такое, она прям какая-то уже была подсохшая, не знаю. Но в целом я ее все равно нанесла, никаких проблем тогда не возникло. И, ну, в общем, но все-таки так основательно как-то судить я не могу. Также выбрасываю бумажные платочки от марки «Каждый день», но я их всегда беру, они мне нравятся и по прямому назначению, и для раскрасок антистресс сухую пастель растирать. Следующее это от Sephora. Пробничек закончился. Так, сейчас. Ну, как я поняла, такой гель увлажняющий, что ли. Тамар, тоже спасибо за такие сашетки. У меня их было несколько. Ну, по-хорошему надо было прям курсом, не периодически, а курсом все сашетки использовать. Тогда, может быть, я что-то поняла. Но вообще вот я вот эту использовала, когда у меня были высыпания, и вообще даже кожа немножко получше стала. Я вообще понимаю, что, наверное, вот эти гелевые текстуры мне как-то подходят больше. Так, и от марки Гербарист, или как-то так, у меня такие сыворотки закончились. И сейчас одна еще в использовании, и есть маска, тоже, Тамара, огромное спасибо. Ну, пользуюсь, ничего плохого точно нет. Поэтому, ну, как-то, не знаю, сложно мне про такие вещи говорить, ну, потому что, опять же, ну, вот крем Карина от фабрики Свобода, да, я точно знаю, что он на мне работает. Я могу тут сказать что-то. Я могу сказать, про тонер от Новосвит с муцином улитки, что на мне этот продукт работает. Он накопительный, там такой эффект, но реально работает, и все, что заявлено, да, там выполняется. Потом Гамаш от Новосвит. Но
Вот что касается каких-то таких продуктов, не знаю, я, по крайней мере, не могу сказать, что прям что-то такое глобальное заметила, но плохого точно нет. Ну, в общем-то, все, это были все пустые баночки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм, Телеграм, Дзен. А также те, кто любит видео о раскрашивании, именно о раскрашивании на камеру, то если будет желание, переходите на канал Boosty. Там контент, конечно, платный, но у меня подписка минимальная на месяц, 200 рублей стоит. Там будет 4 эксклюзивных видео, которых не будет на YouTube. А также можно вот эти эксклюзивные видео купить в постоянный доступ. Одно видео 50 рублей. Вот. А еще будет бонусом ранний доступ к видео с YouTube. Так что, кому интересно, заходите, поддерживайте меня, мне будет очень приятно. А я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока.